Добрый день! Сегодня мы рассмотрим тему радиоприем. Все передающие антенны излучают радиоволны. Эти волны распространяются в окружающем пространстве и достигают приемной антенны. Слово «антенна» пришло к нам из греческого языка. Греки называли антенной щупальца или усики насекомых. Приемная антенна – это тоже щупальца, которыми она захватывает из пространства энергию радиоволн. Чем больше энергии приемник получит от своей антенны, тем громче он будет работать. Поскольку радиоволны – это переменное электромагнитное поле, то в приемной антенне индуцируется ЭДС той же формы частоты, что и модулированный высокочастотный ток в передающей антенне. Таким образом, в каждой приемной антенне возникает столько высокочастотных напряжений различной частоты, сколько передатчиков работает в данный момент. Если данный передатчик находится близко и к тому же он мощный, то он индуктирует в антенне высокочастотное напряжение порядка 10-50 мВ, в то время как напряжение, индуктированные дальними передатчиками, обычно меньше 10-100 микровольт. Чем большие напряжения вызывают в антенне волны данного передатчика, тем качественнее антенна. Следовательно, роль приемной антенны – превращать радиоволны передатчиков в соответствующие высокочастотные напряжения. Рассмотрим устройство приемной антенны. Приемные антенны могут иметь различную конструкцию, так как в принципе любом проводнике, изолированном от Земли, радиопередатчики индуктируют высокочастотные напряжения. Большая часть из них – это длинные провода, поднятые высоко над землей. Антенны этих видов называют наружными, так как они находятся снаружи зданий. Те же антенны, которые располагают внутри зданий, называют комнатными или внутренними. Наружные антенны по приемным свойствам лучше внутренних антенн, особенно если передатчик находится далеко от точки приема сигнала. Ведь напряжения, возникающие в антенне, должны быть довольно значительными. А это получается, если антенна высокая, достаточно длинная и находится на открытом и высоком месте. На этом рисунке показано несколько видов антенн. Рисунок А. Комнатная телескопическая антенна. Б. Внешняя антенна типа волновой канал. В. Телевизионная индивидуальная спутниковая антенна. Г. Телевизионная спутниковая антенна. Д. Wi-Fi антенна. Е. Телекоммуникационная вышка с антеннами. Ж. Автомобильная антенна. И З. Радиорелейные антенны. Простая внешняя приемная антенна представляет собой неизолированный многожильный медный провод, так называемый антенный провод, натянутый на определенной высоте над землей. На этом рисунке показана Г-образная антенна. А на этом рисунке показана Т-образная антенна. Эти антенны особенно пригодны для радиолюбительской работы, поэтому вкратце познакомимся с их конструкцией. Провод с обоих концов изолирован посредством антенных изоляторов, а остальная часть антенны, которая соединяется с мачтой, делается из толстой оцинкованной проволоки. На рисунке показаны два вида антенных изоляторов. Напряжение, которое индуктируется в антенне, подводится к радиоприемнику посредством снижения, то есть вертикальной части, которая изготавливается из хорошо изолированного медного провода. Нижний конец вертикальной части соединен с антенным прерывателем, который еще называют грозовым переключателем, который часто монтируется на внутренней стороне окна. С его помощью
Антенну можно заземлять для ее предохранения во время грозы от молнии. На рисунке видно, что в верхнем положении переключателя антенна подключена к радиоприемнику, а в нижнем положении заземлена. Рекомендуется внешние антенны делать длиной 10-20 метров и монтировать их на высоте не менее 2-3 метров над окружающими зданиями. И в заключение снова повторю, что хорошая антенна должна быть высокой, длинной и хорошо изолированной. А теперь поговорим о заземлении. Роль заземления – обеспечить замкнутую цепь для высокочастотных токов, возникающих от напряжений, индуктированных в антенне. Кроме того, заземление уменьшает помехи и обеспечивает лучший прием дальних и слабых радиостанций. Поэтому заземление абсолютно необходимо для детекторных приемников и в радиолюбительской практике. В качестве заземления чаще всего используются водопроводные трубы, как показано на рисунке слева, или трубы водяного отопления. В качестве проводника для заземления можно использовать неизолированный медный провод. Иногда заземление можно осуществить во дворе близко к дому. Для этой цели нужно выкопать в земле яму глубиной 1–1,5 метра, в которую помещается довольно большой металлический предмет, например, жестяной лист, старое ведро, прочно соединенный с проводом, как показано на рисунке справа. Это место рекомендуется полить ведром воды с растворенной в ней горстью поваренной соли, так как это улучшает проводимость почвы. А теперь рассмотрим задачи радиоприемника. Если между антенной и заземлением включить наушники, то через их катушки будут протекать высокочастотные токи различной частоты от соответствующих передатчиков. Однако мы не услышим никакого звука, поскольку наушники не реагируют на такие высокие частоты. Да и ухо человека воспринимает в виде звука только такие колебания, частоты которых не превышают 20 кГц. Для превращения антенных напряжений в речь и музыку необходим радиоприемник. Основные задачи радиоприемника. Первое. Из большого числа высокочастотных напряжений, индуктированных в приемной антенне, выделять только колебания нужной радиостанции. Это свойство радиоприемника называется избирательностью или селективностью. Второе. Усиливать слабый сигнал нужной радиостанции во столько раз, чтобы работал громкоговоритель. Хорошие радиоприемники усиливают сигнал от 10 тысяч до 100 тысяч раз. Третье. Из высокочастотного модулированного сигнала получать снова колебания низкой частоты. Этот процесс называется демодуляцией. Радиоприемники обладают перечисленными свойствами благодаря наличию колебательных контуров, микросхем, транзисторов, диодов и других радиодеталей, соединенных в различные сложные электронные схемы. А теперь подведем итоги. Первое. Приемная антенна служит для превращения радиоволн от радиопередатчиков в соответствующие модулированные высокочастотные напряжения. Второе. Приемной антенне индуктируется столько высокочастотных напряжений различной частоты, сколько передатчиков работает в данный момент. Третье. Возникающие в антенне высокочастотные напряжения довольно малы, милливольты или микровольты. Четвертое. Хорошая приемная антенна должна быть высокой, достаточно длинной и хорошо изолированной. Пятое. Для обеспечения качественного приема необходимо заземление. Оно уменьшает помехи и помогает принимать далекие и слабые радиостанции. Шестое. Основные задачи радиоприемника. А. Из большого числа высокочастотных напряжений, индуктированных в приемной антенне,
выделять только колебания нужной частоты. Б. Усиливать слабые сигналы нужной радиостанции. В. Детектировать, то есть демодулировать эти высокочастотные колебания. На сегодня все. Продолжение будет в следующем уроке. Не забывайте заходить на мой канал, продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания, до новых встреч!